Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фредди Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео открываем рубрику «Уголок бородатой Ванги», потому что я вам предскажу, что произойдет в игре Rise of Kingdoms, связанное с выходом новых лучных командиров, новой цивилизации и, соответственно, новых юнитов, которые будут привязаны к этой цивилизации. На самом деле здесь нет ничего мистического, я не предсказатель, просто есть источники, которым я доверяю, и эта информация доходит до вас заранее, перед релизом от разработчиков, когда они уже объявят вот обо всем этом деле, которое я вам сегодня поведаю. Мое дело вам это рассказать, ваше дело поставить лайкос, написать в комментарии, что вы думаете по поводу всей этой информации. И еще, если вам интересно, как выглядят лики новых юнитов, которые появятся в игре Rise of Kingdoms, то вам нужно будет перейти на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, и там будет закрепленное сообщение, как раз таки модельки новых лучников вы там увидите. Не буду показывать на ютубе, потому что у меня был уже прецедент с медиа-отделом Rise of Kingdoms, когда я заранее показал викингов, и мне прилетел страйк на канал. Я этого больше не хочу. Короче, поехали. Начнем по порядку, и сразу расскажу вам про две картинки, которые мозолят вам глаз с самого начала просмотра этого видео. На первой картинке изображен Генрих V, король Англии. И это один из новых легендарных лучников, который появится в игре Rise of Kingdoms. Ликов от игры у нас нет, описания полноценного навыков нет. Есть немножечко описания по навыкам, но там нет цифр, поэтому об этом мы говорить с вами сегодня не будем. Будем говорить об этом, когда будет уже официальный анонс этих командиров. Генрих V, единственное, что вам скажу, будет работать у нас, скорее всего, по ралли-направлению. И, соответственно, получить его сможете в регулярном ивенте, либо СМП, либо рулетка. В каком точно, пока не знаю. Второй же командир, которого вы видите у себя на экране, небезызвестная вам Боудика, королева Ицения. Точно так же, как и произошло со Сципионом, скорее всего, будет реворк Боудики, и она станет у нас легендарной лучницей, которую мы также сможем получить в регулярных ивентах СМП Рулетка. Вот эти два командира появятся у нас следующим этапом, когда у нас должны прийти новые лучные командиры, вот они и будут их представлять. Что касаемо именно вот этих нововведений, как у нас сделали со Сципионом, как сделают с Боудикой, не знаю, почему разработчики идут таким путем. Возможно, у геймдизайнера закончилась фантазия, но, возможно, на это есть действительно нормальное объяснение. Когда создавалась игра Rise of Kingdoms, фиолетовых командиров закинули очень интересных исторических личностей. И сейчас, наверное, будет немножко некорректно оставлять их вот именно вот в этих фиолетовых командирах, которые уже в игре в принципе не находят себе применения. Может быть, только из-за этого разработчики возрождают и делают из этих вот эпических командиров легендарных, чтобы историческая подоплека в игре Rise of Kingdoms была более красива. Следующая информация касаемо цивилизации, которая появится в игре Rise of Kingdoms. И это будет, как вы думаете, Египет. Египет будет цивилизацией лучников, и очень многие игроки на самом деле думали о том, что Египет может появиться в игре Rise of Kingdoms. И я, кстати, тоже был склонен к этому. Два новых командира, которые также будут представлять цивилизацию, это Имхотеп и Тутмос III. Ситуация будет примерно как с Рагнаром и Бьорном, то есть два командира, какой фиолетовый, какой легендарный, и будут ли на самом деле они отдельными, то есть будут ли они применяться в игре Rise of Kingdoms или останутся просто какой-то символикой, пока непонятно. В общем, цивилизация Египет, два новых командира, которые будут ее представлять, пока о них информации, соответственно, нет подробной. И лучники, которые появятся в игре Rise of Kingdoms. То есть у нас будет новый особый юнит. Называться он будет у нас Марьяну, либо же элитный Марьян. И теперь лучники смогут выбрать себе еще одну цивилизацию. Какими же бонусами наделят эту цивилизацию, пока также остается в тайне. Но информация на самом деле очень интересная. Всегда у нас игроки очень ждут появления новых цивилизаций. И, кстати, разработчики говорили, что цивилизация может появиться не одна в игре Rise of Kingdoms. Может быть, конечно, в одну обнову они все это не засунут. Растянут на какие-нибудь полгода появления и выхода новых цивилизаций. Но в любом случае приятно
приятно, что уже есть информация касаемо новой цивилизации, которая придет в игру Rise of Kingdoms. На этом у меня сегодня все. Это то, что я хотел вам рассказать. Напоминаю, если вы хотите посмотреть, как выглядят новые лучники, именно новые особые юниты цивилизации Египет, переходите в телеграм-канал, там я закреплю сообщение с этой информацией. С вами был, как всегда, Фриги Викинг. Вам всем хорошего настроения, побольше ресурсов и скоро увидимся.